Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. У нас новая поездка сегодня, в которой я хотел бы развенчать окончательный миф о том, что Израиль — это страна сплошной пустыни, каменных зданий и стеклобетонных блоков. Мы едем с вами по городу Тель-Авиву, который неофициально называют еще второй столицей Израиля. На самом деле столица официальная, конечно же, и бесспорно город Иерусалим. Мы едем с вами в самый большой парк в Израиле, который называется Парк Яркон. Каких только развлечений здесь нет. Это и аквапарк с десятками водных аттракционов, и искусственное озеро с арендой лодок, и воздушный шар, на котором можно подняться на высоту 120 метров и увидеть замечательные панорамы над всем городом. Аренда велосипедов и многое другое для всей семьи. Парк назван в честь Иошуа Рабиновича, выходца из Беларуси, мэра Тель-Авива и министра финансов Израиля. Официальное его название – Сады Иошуа. Почему сады? Помимо других достопримечательностей, в парке есть 6 тематических садов. Сад кактусов, сад камней, наш местный так называемый Стоунхедж, тропический сад, подстриженный сад, сад-мемориал павших воинов и сад-мемориал жертв террора. Я вам расскажу интересную историю, связанную с озеленением города Тель-Авива, основанного на песчаных дюнах. Шел март 1921 года. В Палестину прибыл британский министр по делам колонии Уинстон Черчилль. Всего 4 года прошло с тех пор, как Палестина перешла под контроль Британии после 400-летнего правления Турции. В то время Тель-Авив был еще пригородом арабского Яффа, и его жители добивались от британских властей статуса отдельного города, чтобы не зависеть от недружелюбных арабских властей и соседей. Бюрократическая машина же буксовала, и приезд такого влиятельного политика мог изменить совершенно ситуацию. Тель-Авив, первый еврейский город, развивался на европейский манер. Яффа же, напротив, был по-восточному шумным, грязным и базарным провинциальным городом. Ожидалось, что Черчилль воочию убедится в необходимости отделить два совершенно разных города. И жители старались как могли, украшали город накануне приезда такой важной персоны. Флаги, цветы, даже ковры у порогов домов – все шло в дело для украшения молодого тогда еще города Тель-Авива. А комитет жителей решил, что городу просто необходима аллея от городского комитета до дома председателя, именно там, где будут идти почетные гости. Оставалось лишь решить небольшую проблему – как высадить и вырастить аллею всего за один день. Необычное и, можно даже сказать, экстравагантное решение принадлежало будущему мэру Тель-Авива, мэру Дизингофу. В конце 19 века недалеко от Яффа была основана сельскохозяйственная школа. В начале 20-х годов вокруг школы уже выросли рощи сосен и кипарисов. Эти деревья и послужили материалом для новой аллеи. Их просто срубили ночью и вкопали в землю. Целая специальная бригада работала над этим проектом всю ночь. А на утро случилось вот что. Приехали долгожданные гости. Грянул оркестр. И толпа жителей направилась в сторону процессии. И деревья под нажимом возбужденных жителей начали падать одно за другим. Представляете эту картину? Шум, грохот, деревья валятся к ногам гостей. Смешно? Сейчас, может быть, да. Но представляете, что было тогда? Какой жестокий конфуз. А Черчилль громко и искренне рассмеялся, разряжая неловкую ситуацию. И, продолжая улыбаться, негромко сказал смущенному Дизингофу:
Ах, мистер Дизингоф, запомните, без корней здесь ничего не вырастет, ничего. А дальше все пошло как по маслу. Гимны, букеты, речи, пожелания. Черчилль пожелал еврейскому городу быть символом возрождения страны. И в конце, опять же, со слов свидетелей, Черчилль снова улыбнулся и сказал мэру Дизингофу уже совсем тихо: «Я искренне желаю еврейской колонии, чтобы связь ее с этой землей была крепче, чем у тех деревьев». Меньше чем через 2 месяца, 11 мая 1921 года, Верховный комиссар Палестины Герберт Самуэл подписал приказ об отделении Тель-Авива от Яффа. Мэром нового города стал уже вам знакомый мэр Дизингоф. Вот такая история о первых несколько неуклюжих шагах тель-авивцев по дороге к нынешнему озеленению города. Идею создать Тель-Авивский парк озвучил тот самый мэр Дизингоф еще в 1929 году. Однако лишь в 50-м началась реализация проекта, и 5 июля 1951 года состоялась церемония посадки первых деревьев вот этого замечательного парка. Основная тема нашего сюжета – это сад кактусов, куда ведет вот такой достаточно узкий вход. Сад кактусов был создан в 1976 году на основе частной коллекции семьи Аразия. И на его территории на сегодня почти в 3 гектара земли растут по примерным подсчетам до 55 тысяч кактусов, среди которых есть 3500 сортов и видов этого замечательного растения. С этими красавцами я уже знаком. Я встречал такого рода экземпляры в Галилее, в монастырях 12 апостолов в древнем селении Капернаум. Этот вид ехинокактусов считается самым колючим. Поэтому переводится с латинского как еж. В Мексике такой кактус называют золотой шар или золотой бочонок. А вот европейцы называют его тещина табуретка или тещин стул. Вот такой стульчик для любимой тещи. Да, любят у нас своих тещ. Сколько анекдотов на эту тему рассказано. И вот тебе, пожалуйста, еще один яркий пример. Он, кстати, совсем не характеризует мое отношение к моей теще. Она была замечательным человеком, вечная память. Эти кактусы начинают цвести спустя лишь 20 лет. И они выпускают красивые желтые цветы вокруг вот такой пушистой шапочки. И по размерам они могут достигнуть 1 метра в диаметре. А это большой по высоте кактус в парке кактуса. Посмотрите, насколько он выше вот по отношению ко мне. Я примерно ростом 1,85 м. Значит, более 2 метров высотой. Кактусы – одни из самых удивительных созданий природы. Самые маленькие достигают длины всего лишь 1,3 сантиметра, а самые большие, циреусы гигантские, достигают 20 метров и более. Циреус или сагуара гигантский – очень медленно растущее растение. Живет и растет он до 200 лет. За первые 10 лет жизни он вырастает всего до 2-3 сантиметров. Активно начинает расти только после 30 лет жизни. Средний его рост 12-15 метров. А большому росту, соответственно, большой вес. Вес для роста 15 метров может колебаться в пределах 6-10 тонн. А еще кактусы – это суккуленты или накопители влаги. В самом большом кактусе в мире, аризонском гиганте в штате Калифорния в США, по расчетам ученых накапливается до 2 тонн жидкости.
А вы знаете, что Христофор Колумб был первым, кто увидел, что эти колючие растения употребляют в пищу? Он назвал их колючими дынями. А в Мексике кактусы являются пищей для коров. Потому что многие фермеры убеждены, что зеленое растение увеличивает количество молока. Ученые доказали, что колючки кактуса ионизируют воздух. Это кактус опунция. В Израиле кактус опунция называют цабр. В 16 веке опунция из Мексики в Европу завезли испанцы. После растение попало на Ближний Восток и получило название сабра. В арабских селах этот кактус высаживали как колючую изгородь для отделения соседних участков земли и препятствия ворам. И до сих пор мы встречаем остатки зарослей когда-то посаженных изгородей кактусов. На израильском сленге каждого рожденного в Израиле еврейского ребенка называют цабр. В начале 20 века это слово носило совсем нелестный оттенок и намекало на отсутствие культуры и хороших манер. Смысл термина цабр изменился лишь в 1931 году. Тогда была опубликована статья «Мы листья кактуса». В ней автор встал на защиту уроженцев Израиля. На обвинение в невоспитанности он ответил: «Сабрес, может и колючие снаружи, зато сладкие внутри, как плоды этого растения». Постепенно в израильской культуре цабр стал символом нового израильтянина, уверенного в себе, гордого за свой народ и свою страну и в любую минуту готового встать на ее защиту. Обратите внимание, вот так выглядят плоды кактусов. Но они все в колючках. И что же делать, чтобы употреблять их в пищу? Специально рабочие на фермах, где разводят эти кактусы, отделяют перчатками такими грубыми эти колючки перед тем, как их отправляют на употребление в пищу. И это вкусный, сладкий, сочный плод, напоминающий ягоду. Однажды кактусы опунции едва не стали причиной экологической катастрофы в Австралии. Занесенные на этот материк опунции стремительно захватывали все новые пространства, вытесняя другие растения. И своими колючками они убивали также скот, который их, соответственно, поедал. Справиться с кактусовым нашествием помогла завезенная для этой цели аргентинская моль. Ее распыляли с самолетов. И в Австралии даже установили памятник моли. В Австралии опунцию уничтожали, а в Мексике этот вид кактуса даже изображен в флаге страны. Для мексиканцев кактусы и агавы – это практически панацея от всех бед. Из кактусов делают шампуни, натуральные красители, стройматериалы и нитки. Их плоды используют в пищу и готовят из них напитки. Сочной мякотью шарообразных кактусов можно утолить голод и жажду в пустыне. Для многих мексиканских крестьян плоды кактусов – основа рациона. А из волокон кактусов вьют веревки и нитки и создают скатерти, от которых туристы просто в восторге. И шьют их с помощью кактусовых игл. Из древесины кактусов изготавливают колеса, рамы и сувениры. Знаменитая текила приготовлена из голубой агавы. И можно смело сказать, что кактус Мексики всему голова. И вдруг во время съемок среди живописных зарослей кактусов нам встретился представитель семейства шакалов Иудейской пустыни, который с особым любопытством за нами наблюдал.
кактусы интересны своей оригинальной формой, выносливостью и красивыми цветами. Из неприступных колючек рано или поздно появляются необыкновенно нежные и красивые цветы. Мифы и легенды об этих интересных растениях хранят в себе много историй об их происхождении. Так, из перуанской легенды я узнал, что лиса, оказывается, подарила кактусу свои когти. И когти, превратившись в колючки, стали его защитой от голодных лам, питавшихся его сочной и нежной мякотью. А также я узнал, что колючки Розе в день рождения подарил кактус. А чуткая и внимательная Роза подарила кактусу свой цветок. Камней представлены каменные породы, фрагменты скал и скульптур, сооружения древности и другие исторические и природные ценности найдены в Израиле. Все экспонаты отреставрированы и облагорожены, выставлены на специальных площадках прямо под открытым небом и даже имеют свои имена. Вот этому колючему миру мы и посвятили один из выходных и делимся увиденным с вами. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоновым». Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Будьте здоровы и до новых встреч!